Багажник нужен вам, ребят? Только самый лучший парк носит название Такси Хайп. И помните, у нас много последователей поддельных и фейковых парков, которые тоже пытаются работать с нашим названием. Такси Хайп, Хайп Такси и так далее. Помните, только те данные, только те номера телефонов и те ссылки, которые мы оставляем под нашим видео, остаются и являются реальными. Какой самый лучший парк? Конечно же, Такси Хайп. У нас очень крутая служба поддержки. Мы выводим деньги каждый день. И вообще, мы очень-очень удачны. Поэтому тебе нужно в команду супер удачливых профессиональных людей. Мы ждем тебя в WhatsApp, бегущей строкой и в описании. Удачи! Я первый раз везу свадьбу. Поздравляю вас. Куда-нибудь первый раз. Свадьбу тоже. А вы знаете, что еще? Если вы позволите... Я блогер. Блогер. Да. Да, я понял. Да. Ну, есть определенное количество подписчиков уже. Я вас снимаю на камеру. Ну, к 30 тысячам уже приближается. Ничего себе. Да. И Да, верно. если вы позволите, я могу вас тоже Да, в своем всё заносите, там блоге вам выложить. подскажут, Если мы все, не кто испортим есть. ничего. Вы не испортите, наоборот, вы должны... Что куда, да. Вот, может быть, у вас Давайте. какое-то Там обращение вы к народу. Может быть, вы заходите скажете, там как прямо, это здорово И вы вот жениться. там основная Я комната, думаю, что есть невеста правая пока не комната, готова. а есть Что ли вы прямая говорите? Лер, комната, то есть налево. Пока, да, вся в телефоне. Ну вы уточните, там она... И, кстати, Короче, фотографа там свадебного я обычно тоже первый раз везу. Да. А я блогера первый раз Давайте. вижу. Так Да ладно, потрогайте меня. Мне первый раз везет блогер, ладно. А, да? Вижу часто, но Вот мы везет. все и встретились. Чем меня вот теперь звали? надо, чтобы блогер сфотографировал фотограф. Да. Ну, это действительно, смотрите, вот А у меня... потом еще скинуть фотку. Так, сейчас мы только нажмем, что я приехал, да? Куда мы едем-то? Я что-то вообще весь распереживался. Адмиралтейская, набережная Адмиралтейского канала, да? Куда? Это на Новой Голландии. Новая Голландия. А, я вас понял. Чпок. Сейчас мы поедем в Новую Голландию. Ну, А вы про блогера истории не слышали, который на Uber работал? Или это не вы? история про блогера, который... Да, который также снимал. Не слышал. Выкладывал. Нет, расскажите. Человек спрашивает Ну разрешение. нет, сейчас спросили, а там просто снимал, и там происходило все что угодно. И он в режиме реального времени все снимал и ездил. Ну, на самом деле у меня ситуация точно такая же, но если я чувствую, что, например, ну, такой какой-то пограничный момент, то я, конечно, лицо замазываю. Если люди адекватные, открытые, и им скрывать нечего, вот, то, собственно говоря, я оставляю лица. У меня недавно ехали два веселых мужчины, которых я просил поцеловаться на заднем сиденье для хайпа, но они сказали, что не сегодня. Я думаю, что вы Когда за вами заехать тогда? Я готов бесплатно за вами заехать. Скажите, когда? Да, ну, в общем, парни не... Так, Ну, они были недостаточно. не Вы решились. просто встретили не тех. Очень много людей, которые еще вам заплатят, чтобы они могли поцеловаться у вас на заднем сиденье. Мужчины. Мужчины. Я слышу очень много таких историй от водителей. Не блогеры, но рассказывают разные штуки. Ничего себе. Ну вот пока мне не везет в этом плане. Но сегодня чувствую все шансы надорвать горло и первым крикнуть горько, и у меня произойдет хотя бы вот гетеросексуальный поцелуй. Возможно. Что-то вообще близенько. Да. А у вас фотосессия до ЗАГСа, да? Ну, ЗАГС уже был. А, ЗАГС был уже? Новая Голландия это не ЗАГС. Нет, у меня, например, когда была свадьба, мы фотографировались, чтобы гостей не мучить, никого не мучить, мы фотографировались до ЗАГСа. Ну, у вас что-то хвоста гостей-то сзади не видно, или они уже там уже? Они там уже. Да? Вы, кстати, очень симпатичный фотограф. Спасибо. Обычно почему-то это
какие-то люди... Старый мужик с карманами. Старый мужик с карманами. Но если это не старый мужик с карманами, то это что-то такое потлатое, очень творческое, очень надменное, да, потому что, ну, как бы, что это за некрасивые, нефотогеничные люди вокруг. Возможно. У меня нет среди моих друзей-фотографов Таких описанных. таких людей, Блин, мне, да. значит, не везло. Сейчас, подожди, Сережу дам. Да, как-то это. Алло? Ну, на самом деле, какая-то тихая свадьба, да, там ни шампанского, никто там не это. Еще не Еще подошло Не надо время. ничего выделять. Просто открой просто любую фотку. Хотите Если рекламу, там есть можете свою. удачные фотографии, Сейчас закончите можете- разговаривать, можете рекламу. Не хотите? Сказать, что вы крутой фотограф. Нет, Что у меня есть в все Инстаграме. хорошо. Всё. У вас все хорошо? Вам не нужна реклама? Я обычно плачу в этом моменте. Но... Я себе в сторис-то даже не снимаю. Мне как-то нет, не нравится снимать себе на видео. И голос у меня вообще как у мужика на видео. Это нет. То есть вы сами себе не нравитесь? Ну, снимать себя на видео я не готова пока что. Возможно, в будущем. Смотрите. Лучше расскажите, Я вас снимаю на видео. Да. кого из известных людей вы возили. Самый известный человек, который здесь ездил, это я. Не, ну серьезно. Серьезно. У меня, к сожалению, не попадались пока известные люди, и я вот на этом не хайпанул еще ни разу, но я верю в свою удачу. Я верю, что, может быть, ко мне сядет такой человек с накладной бородой, Ну, с Боярский, большой шляпой. допустим, сядет. Нет, Нет? спокойно, я такими категориями вообще не меряю. Потом он снимает шляпу, бороду и говорит: здравствуйте, Владимир Владимирович, очень приятно. Поняла. Я решил прийти в народ, смотрю ваш блог. Какие трудности, проблемы? Чувствую, мне нужно уже пора узнать у людей вообще, что происходит в мире. Что бы вы ему рассказали? Интересно, И первое. тут бы я сказал ему: я так давно ждала тебя, Вова. Как в песне Умы Турман. Ну, у меня есть. Я думаю, я постарался бы коротенько, тезисно, но у меня есть что сказать, вот 100%. И, в принципе, мое поле желаний, оно периодически срабатывает. Да, вот я стою в серединке, о чем-то думаю, и оно как-то вот, возможно, скоро это произойдет. Ну, может быть, не так высоко, как я целю, но, предположим, кто-нибудь еще. Я прошу вас, мужчина, что с ним происходит? Он как-то не смотрел, по-моему, в мою сторону, больше на асфальт. Ну, не будем о этих водителях. Гости. Может быть, тогда, чтобы более известные люди садились в машину, надо тогда ездить не комфортно, а еще повыше уровень. Можно же как-то Яндекс делать? Да, это можно сделать не только в Яндексе, но, как сказать-то, там очень много ограничений. Наличие рубашки, галстука, вот эти все моменты. А такие бантики очень душат девочку. Вот так вот. Я не очень люблю. И в таких вот в такой работе она, ну, понятно, что более ответственна, очень много надменных Персонажей? да, которые ну, периодически просто вот Мне кажется, среди эконом-класса таких намного больше. да, но я могу в эконом-классе послать по большому счету. Почему? Поэтому мы Uber больше не ходим. И мне ничего не будет. Почему? Почему не будет? Минимум можете получить. Да, так для этого и работаем здесь, для этого и канал ведем. Вот, собственно говоря, такие вот моменты. А, в бизнес-классе нельзя типа послать. В бизнес-классе сразу заблокируют. Ну, то есть там, я знаю истории, когда человек, представляете, да, ой-ой-ой, сейчас мы не здесь, не на следующий. А мы, да, здесь мы там закрыли его. Человек на желтый сигнал светофора не проехал. Женщина тут же позвонила в Вилли и сказала: вот такой у вас водитель секой, его сразу и уволили. Это бизнес-класс? Это бизнес-класс, да. Представляете? Мне Это- кажется, человек, который едет в бизнес-классе, он
Вот вы понимаете, да, ну и вообще есть правила дорожного движения. Но в этом случае, да, в таких дорогих поездках представительских клиент типа всегда прав. И получается так, что Это Uber? это Вилли, есть такой Вилли. сервис. Вилли. Я не знаю. Спасайте. Вилливонка. Вилливонка, шоколадная фабрика. Ну да. Интересно. Ну и зачастую, когда очень высокий коэффициент в Uber Econom, Uber Black стоит еще дешевле рублей на 200, чем обычный. Такое тоже бывает. Да. Бывает. Так вам всем завидую. Такое у вас праздничное, хорошее настроение, хорошая погода. Погода вообще замечательная. Вы отличная пара, у вас отличный фотограф, у вас отличный водитель, у вас все отлично. Да, И это хорошо. это хорошо. Блин, жалко, не хватает цыган, медведей, шампанского, вот этого чуть-чуть не хватает. Но... А сейчас все будет? А сейчас все будет. Сейчас все Да, будет. реально заказать. Цыгане. А вам надо было еще бутылки сзади, такие банки прикрепить, чтобы не звенели. А, Это точно, точно. Точно, блин, вот эта тема, да. На всякий случай можете в следующий раз брать свой банк. В следующий Да. раз свадьбу проведете. Ну, у меня Я уже подготовлен. Типа сейчас, ребят, подождите, Обычно в подождите. такие моменты говорю, что у меня пару банок есть, конечно, вот, но их не прицепишь. Ну, тут, да, сам себя не похвалишь, никто не похвалит, поэтому я так вот еще, ну, так, чуть-чуть Татуировки пиарюсь на этом. хорошие. Татуировки хорошие. Не все видно, правда, но то, что видно, тоже неплохо. У меня у молодого человека тоже вот в таком стиле рукав. Вы только что просто всю поездку, все комментарии испортили про своего молодого человека. Это вырежу, короче. Ни молодого человека нет. Мы это вырежем. Где ваш блог? Посмотрите. Вы удивитесь, в Ютубе возим всяко, новости обсуждаем. Ну, матерюсь, конечно, я же таксист. Вот. Что-нибудь рассказываю забавное, что-то менее забавное. Кто-то меня ненавидит, кто-то меня любит. Почему? Кто-то плачет на моих сеансах, как на Кашпировском. А почему? Ну, потому что как елочка новогодняя для всех. И $100 красивым не будешь, правда? Ну, кто-то, кому-то не нравится моя прическа, кому-то мои татуировки. В общем, народу много. Народу много. И у каждого своя маленькая истерия есть по всем моментам. Но мы за счет этого и растем. Канал за счет этого и растет, собственно говоря. Интересно. На контрастах. Что это такое, да? На контрастах, да, конечно. Ну и плюс людям очень нравится подглядывать в замочные скважины. Да, может А быть. я поближе вас подкачу, ничего страшного. Я думаю, что люди сзади потерпят. И у вас там безнал же, да? Да? Ну, Еще это... в Да, нет, багажник. у нас тут высадить. Тут лучше, да? Как скажете. Я зайти хочу. Кстати, да, можно зайти посмотреть. У меня багажник. Все, всего хорошего вам. Счастливой вам семейной жизни. Все будет хорошо. Пока-пока. Не уезжайте. А, нет, у вас же там, да, я сейчас помогу вам даже. Ах, это свадьба пила. Или пила, я текст не помню. И гуляла. В общем, это впервые на моей памяти. Вот, жалко, что машина не была достойно украшена кольцами, таким очень заветренным пупсом на капоте. Но я думаю, что, несмотря на это, у ребят все будет хорошо. И у фотографа, у этого тоже. Потому что... Просто потому, что я вангую. Вот так вот. Вот так вот. Ездим дальше. Может быть, сегодня я отвезу свадьбу уже, как я и хотел. С цыганами, медведем, шампанским и чаевыми в 100 миллиардов рублей. Пока!